Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Катар предупреждает энергетические компании о рисках для мировых поставок газа на фоне угроз КСИР о перекрытии Ормузского пролива. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, что будет с мировым рынком газа. Ну, или с нами, со всеми. Если будет перекрыт Ормузский пролив, все будет плохо. Это если кратко. А теперь подробнее. Для начала успокою. Не существует мирового рынка газа. Вот прям это в данной ситуации очень хорошая новость. Почему не существует мирового рынка газа? Потому что, ну, точнее, что подтверждает отсутствие мирового рынка газа. Очень разная цена на газ, очень разные биржевые котировки газовые в разных регионах мира. Собственно говоря, это один из определяющих факторов, который говорит, есть мировой рынок или нет, или есть масса крупных, или относительно крупных, или мелких региональных рынков. Мы, конечно, сейчас находимся в периоде трансформации, когда вот эти крупные региональные рынки все больше и больше начинают воздействовать друг на друга, и, соответственно, цены в какой-то момент будут выравниваться. Ну, как цены? В первую очередь биржевые котировки газовые будут выравниваться. Как, собственно говоря, уже произошло между Европой и Азией. Там биржевые котировки хоть и отличаются, но находятся в прямой зависимости друг от друга. Там зависимость эта определяется географическим фактором, а именно направлениями поставок сжиженного природного газа от ряда поставщиков. Но для нас с вами важно, что ключевым инструментом по вот этому объединению мирового рынка, и все нормально, я помню, Ормузский пролив, Катар, все нормально, мы сейчас к этому придем, по формированию мирового рынка является развитие производства сжиженного природного газа. Притом не всего сжиженного природного газа, а сжиженного природного газа, который не связан долгосрочными контрактами с конечной точкой поставки, которые можно, соответственно, перебрасывать, объемы которого можно перебрасывать между рынками, ориентируясь на цену. То есть вы видите, что в Европе, допустим, этот газ сейчас выгоднее продать, вы везете туда. Стало выгоднее в Азии, повезли в Азию. Но это если мы отбрасываем различные факторы, вроде там торговых войн, которые, конечно, никто никогда не устраивает. Кто вообще устраивает торговые войны, которые затрагивают рынок сжиженного природного газа? Напишите в комментариях ваши варианты. Кто может устроить или уже устроил? Да, байт на комментарий, но что поделать? Да, так вот. Но при этом мы сейчас можем условно говорить про мировой рынок газа просто для простоты. А вот то, что я сейчас проговорил, это важно понимать, когда мы говорим про влияние того, что будет сейчас происходить на разные рынки. Вот газ принципиально отличается, зафиксируем, от нефти тем, что это не товар мирового рынка, потому что нету этого мирового рынка. Цена газа, условия поставки, условия доставки газа очень сильно отличаются в зависимости от поставщика и в зависимости от агрегатного состояния, в котором этот газ передается, и в зависимости от системы ценообразования, которую вы с поставщиком, как покупатель, используете. Вот после того, как мы эту преамбулу все проговорили, посмотрим теперь на Катар. Что Катар такое? Катар – это один из крупнейших производителей сжиженного природного газа в мире. Более того, в ближайшие годы Катар собирается процентов на 50 увеличить объемы производства, точнее мощности по производству сжиженного природного газа. В прошлом году в пересчете на регазифицированный объем Катар поставил на, условно говоря, мировой рынок порядка 108 миллиардов кубических метров газа, ну, в сжиженном виде. Крупнейший покупатель, точнее, крупнейшие покупатели катарского газа сконцентрированы в Азии, но и в Европу какие-то объемы тоже идут. Процентов там 20 от того, что Катар производит. Точнее, даже не 20, в последнее время, ну да, скорее 15-20%, в зависимости от того, смотрим ли мы только на Европейский Союз или так еще и на Великобританию тоже посматриваем из серии Великобритании. Покупаешь ли ты катарский газ? Покупаю. Молодец, продолжай. Так вот, если посмотреть на карту, Катар находится в Персидском заливе. Это не новость. Нет, новость не это. Чтобы вывести сжиженный природный газ на мировой рынок, Катару нужно провести свой газ через Ормузский пролив.
чтобы попасть в Оманский залив и дальше, ура, мировой океан. Здравствуйте, покупатели. Направо пойдешь, там в Азию попадешь, налево пойдешь, в Европу попадешь. Если что, мы так на карту смотрим, поэтому Азия справа, Европа слева. Вот. Если Ормузский пролив перекрывается, то нету никакой возможности, в принципе, никакой абсолютно возможности как-либо перенаправить этот газ куда-либо еще, как-то по-другому. Вы либо провозите его через Ормузский пролив, либо стоите и ждете. У моря погоды, у Соединенных Штатов вменяемого руководства, ну и так далее. Там. И дальше бежим по близлежащей географии и тоже с хитрым прищуром посматриваем на некоторые страны, которые в пятницу позапрошлую всех победили, а тут, оказывается, нужна помощь США, чтобы особенно сильно победить. Ну, всякое бывает, знаете, в жизни. Так вот. Кроме Катара, там есть еще производители сжиженного природного газа, которые возят его через Ормузский пролив. Так, например, часть газа везет, точнее, некоторые объемы газа везут Объединенные Арабские Эмираты. Но ОАЭ – это настолько скромный производитель, что его удаление с мирового рынка может быть парировано для очень многих игроков. Либо сокращением спроса, не очень значительным, либо увеличением закупок у других поставщиков. Тем более, что в целом мощности по производству СПГ в мире значительно превышают объемы поставок. То есть можете вы брать и сжижать 600 миллиардов кубических метров, а сжижаете 500 миллиардов кубических метров. Это если несколько упростить, но вот порядок величин примерно такой. Да, разумеется, мы отбрасываем в сторону вопроса о профилактических работах, ну то есть часть производственных мощностей не может быть загружена круглый год, потому что, ну вот конкретно сейчас у вас должны быть профилактические работы. Вы должны производство остановить, и, соответственно, объем производства вы снижаете. Но, тем не менее, это все нам важно только с той точки зрения, что вот эти 100 миллиардов дополнительных мощностей не могут обеспечить производство дополнительных 100 миллиардов кубических метров газа, чтобы заместить выпадающие, если вдруг что, объемы, которые производит Катар. Вот. То есть мощностей больше, но производить они могут меньше. Там есть разные параметры оценки этих мощностей, мы углубляться сейчас не будем. Еще раз посмотрим на Катар. Итак, Катар – это примерно 19% всех мировых поставок сжиженного природного газа. Да, там ОАЭ, Оман еще рядом есть, они тоже вносят свой вклад, но, еще раз, это маленькие игроки, их можно в данном случае не по злобе, а для простоты игнорировать. Катар – это игрок определяющий. Если у него на рынке газа возникают проблемы, то проблемы возникают у всех ключевых потребителей. Потому что Катар – это примерно 24% всех поставок сжиженного природного газа в Китай. Это поставки сжиженного природного газа в Южную Корею, в Индию и так далее, и так далее. Ну и Европе тоже что-то достается. Сейчас котировки находятся и в Азии, и в Европе находятся в районе $500 за 1000 кубических метров. Если мы берем JKM, это японско-корейский маркер, вот, Плац публикует, то он сейчас больше $500 за 1000 кубов. TTF, котировка TTF, котировки были около 500, там, 490. Это нормально, вот такая разница может обеспечить постоянный приток сжиженного природного газа европейскому рынку и сохранение его конкурентоспособности по сравнению с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона. Там, собственно говоря, если котировки не уходят ниже разницы в 20%, ну, то есть в Европе газ может быть дешевле процентов на 20, чем в Азии, все равно поставки туда будут выгодны. Лучше, правда, если разница будет не больше 10%, ну вот крайний показатель это 20. Но лучше не больше 10. А $10 при цене там, 500 в Азиатско-Тихоокеанском регионе это очень хороший показатель. Это прям вот разница, которая фактически говорит, ребята, цена равна. Почему я акцентирую внимание на пятницу? Ну, во-первых, в пятницу закончились торги. В выходные люди не торгуют. Но в ночь
с субботы на воскресенье Соединенные Штаты Америки решили присоединиться к происходящему между Израилем и Ираном. Угадайте, на чьей стороне? И действительно, иранская сторона вроде как стала в очередной раз говорить: ребята, Ормузский пролив может быть перекрыт. Но тут вот какой момент. Не надо даже перекрывать Ормузский пролив. Но я замечу, что даже усложнение судоходства будет достаточно для дополнительного роста котировок, как в Европе, так и в Азии. Но по Европе этот рост ударит гораздо сильнее. Давайте теперь представим. Прекратилось судоходство на какой-то продолжительный период времени, выпало 20% предложения сжиженного природного газа. Это, с одной стороны, очень плохо, с другой стороны, есть отдельные возможности по частичному парированию проблем, которые это вызывает. Ну, какие проблемы это вызывает? Очевидно, предложение будет уступать спросу. Да, сейчас мы вступили в летний период, летом, как правило, газ дешевле, чем зимой. Зима, правда, не за горами, тут как бы тоже надо понимать, что сани готовят летом. Вот. А какого рода сани? Вам необходимо накапливать запасы в подземных хранилищах. Европа вы, Азия вы, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, неважно. Если у вас есть развитая газовая промышленность и геология позволяет, то вы наполняете свои подземные хранилища. В финале замечу следующее. Надо стоять на всех ногах, которые у вас есть. Если у вас энергетика базируется преимущественно на ВИА, если вы частично закрыли атомные электростанции, если вы частично позакрывали угольные электростанции, то ваша стабильность перед лицом любого кризиса будет гораздо меньше, чем стабильность стран, которые развивают угольную энергетику, газовую энергетику, атомную энергетику, солнечную, ветровую, гидроэнергетику, любую энергетику. Потому что межтопливная конкуренция в условиях кризиса в отдельно взятых энергоносителях, в отдельно взятых сегментах рынка может сыграть вам на руку. Вы можете увеличить потребление угля, заместив проблемный газ, если с газом проблемы. Вы можете купить газ у другого поставщика в большем объеме, если у вас есть такая возможность, если у вас не взорваны газопроводы. Ну и так далее. У вас появляется масса возможностей. Кстати, в Европу Катар поставляет газ в объемах, которые чуть меньше мощности той нитки Северного потока-2, которая все еще работает. Но это не спасет, потому что европейский рынок находится в зависимости от азиатского. И вот тот объем, который из Катара идет в Азию, вызовет такую конкуренцию за СПГ между Европой и Азией, что даже если они запустят Северный поток-2, Ямал-Европу, если Киеву скажут: быстро разрешите транзит российского газа, я боюсь, этот газ не заменит те объемы, которые выпадут, пусть временно, с мирового рынка. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Хотя, мало ли, ситуация развивается так быстро, что к моменту, когда этот ролик будет выложен, может уже все и произойдет. Если это так, то, друзья из будущего, напишите в комментариях, как вы там. Ну а пока подпишитесь на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». А также подпишитесь на все то, о чем сейчас скажет Максим. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.